Для многих долгожданная новость, по крайней мере это многих интересует. Минфин США разрешил сделки с российской нефтью до 16 мая. Это касается нефти и нефтепродуктов, загруженных на танкеры до 17 апреля. Со стороны России уже есть высказывания, надо сказать, радость определенная проявляется. Лицензия США на сделки с нефтью из РФ продлена вопреки сопротивлению, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Несмотря, есть цитата, на активное политическое сопротивление было продлено снятие санкций с российской нефти. Россия продолжает взаимодействие с США по экономическим и энергетическим вопросам, написал сам Дмитриев в своем телеграм, что довольно забавно, учитывая, что российские власти сейчас активно борется с Telegram. 17 апреля Минфин США разрешил до 16 мая продажу, перевозку и выгрузку российской нефти, несмотря на то, что глава американского министерства Скотт Бессент ранее заявлял об отказе от решения продлить лицензию. Ну а теперь давайте немножко пройдемся, что известно, кому выгодно и, собственно говоря, какие перспективы, как надолго, что конкретно разрешили. С этого и начнем. США временно разблокировали часть сделок российской нефтью, которая уже залита в танкеры до 17 апреля. Эту нефть можно продавать, перевозить и выгружать до 16 мая. Речь не про все будущие поставки, а только про уже загруженные партии, чтобы их не пришлось держать в море без понимания, что с ними делать. Зачем вообще запрещали? После эскалации войны и санкций США и союзники пытались ограничить доходы России от нефти, чтобы меньше денег шло на армию. Ограничения включали запрет на сделки, потолок цен, давление на танкеры и страховщиков. Плюс часть экспортной инфраструктуры России выбыла из строя из-за ударов дронов и задержания судов. Поэтому санкции были частью более широкой стратегии давления. Зачем же тогда теперь временно разрешают? Сейчас из-за боевых действий США и Израиля с Ираном и проблем в Ормузском проливе сильно выросли цены на нефть и начался дефицит в ряде стран. Чтобы сбить цены и не допустить топливного кризиса, США делают временное послабление именно по российской нефти, уже загруженной на суда. Первое послабление действовало до 11 апреля, теперь срок продлили до 16 мая, чтобы на рынок вышло больше баррелей. Планируют ли снова запретить? Формально это именно временная лицензия с четкой датой окончания 16 мая, после ее разрешения автоматически прекращается. Минфин США уже показывал, что может не продлевать такие лицензии. Прошлую на март-апрель решено было не продолжать дольше месяца. Никаких заявлений в стиле «мы разрешаем навсегда» пока что нет. Послабление прямо привязано к цели стабилизировать рынок в кризисный момент. Главные заинтересованные лица, давайте по ним пройдемся в очередной раз. США и союзники, им важно, чтобы на фоне боевых действий с Ираном не взлетали цены на бензин и не было инфляции. Импортеры в Азии и других регионах, у кого уже не хватало топлива, новая лицензия открывает доступ к большому числу поставок. Россия тоже выигрывает, естественно, она может продать еще часть нефти по более высокой цене, вместо того, чтобы держать ее в серых схемах с большим дисконтом. Перспективы каковы для России? Это не снятие санкций, а временная дырка, что называется, в заборе. Стратегический курс США – продолжать давление на российскую нефть. Если конфликт с Ираном уляжется и предложение нефти вырастет, такие лицензии могут перестать продлевать. России снова будет сложнее продавать в обход ограничений. Но пока спрос высокий, а часть российских мощностей выбита, каждая такая пауза дает Москве возможность заработать и перестроить потоки, в первую очередь на Китай и Индию. Выглядит, по крайней мере, так, не без использования искусственного интеллекта. Я собрал эту информацию, дабы быстрее сделать сжатый такой и выжимку выпуск. Со своей стороны пишите, как это видите вы, может быть что-то не учел, всегда можно подправить, следим за ситуацией. Ситуация, честно говоря, настолько мощная, что следят за ней, пожалуй, все и везде. Очень многие страны, потому что энергоносители, как говорится, пока что ничем более эффективным и выгодным для крупных корпораций не заменили. Так что вот находимся в этой точке.